Вот. Как выставить поршень мотора в верхнюю мертвую точку на такт сжатия для регулировки клапанов? Как это происходит? Ну, есть несколько способов. Первый. По перекрытию клапанов. Как это делается? Берете маховик и крутите по ходу, так как он крутится в жизни своей, при работе. То есть крутите его. Крутите по ходу. И вот начался открываться выпускной клапан возле глушителя, который начал открываться. Это значит, газы у нас выбрасываются с двигателя. Значит, поршень у нас пошел вверх, и газы выкидаются. Крутим. Потихонечку крутим. Вот выпускной клапан начал закрываться. Закрывается. И вот появляется такой момент, когда начал открываться впускной клапан. Возвращаем немножко маховик назад. Опять потихонечку крутим. И находим такой момент, когда впускной начал открываться, а выпускной еще не до конца закрылся. Это называется продувка цилиндра, продувка клапанов или перекрытие клапанов. Вот этот момент. Впускной начал открываться, а выпускной еще не закрылся. Немножко назад вернем. Вот впускной еще немножко не закрылся, а впускной уже начал открываться. Вот. Это значит, что у нас цилиндр стоит, поршень нашего цилиндра стоит вверху, на такте впуска. То есть вверху, но не на том такте, на котором нам надо. Что делаем? Идем к маховику. Вот он наш маховик. Вот моя метка нацарапана, по которой я ориентируюсь. Ну, видите, что мы ее в принципе попали один в один. Вот. Ну, как я и сказал, поршень у нас стоит вверху, так как нам надо, но не на том такте. Что нам надо сделать, чтобы нам получить такт сжатия? Мы ставим здесь меточку, ставим здесь меточку, так удобнее ориентироваться. Или кто где хочет, там и ставит, я ставлю так. Меточка напротив, вот это, где черный кожух заканчивается, тут у нас меточка. То есть, чтобы поймать нужный нам такт, мы просто крутим маховик на один оборот. Ждем, когда меточка придет в следующий раз. Идем. Где наша меточка? Меточка, ты где? Вот она подходит, и мы ее поставили там, где мы себе наметили. Вот так. Ну, лучше с этой стороны заходить. Зазоры выбираются тогда. Вот, ставим. И идем к нашим клапанам. Если мы все правильно сделали, то на каждом клапане у нас появляется зазор. Вот на впускном, вот меньше на выпускном. То есть цилиндр у нас стал вверху на такте сжатия. Вот при таком положении можно регулировать. Так, ну еще один способ, как выставить поршень мотора в верхнюю мертвую точку на такт сжатия для регулировки клапанов. Что для этого делает? Я для этого снимаю форсунку. Вот гайка на форсунку, я ее вытягиваю. И мне нужен вот этот штуцерок. Ну и перед этим добавляем полностью газ. Газ на всю. То есть вот если посмотреть, у меня газ накручен на все. Ну, соответственно, с этой трубочки она должна быть прокачана. С нее должна литься солярка. Когда мы крутим мотор за маховик, вот она льется. Так, что мы делаем? Теперь мы внимательно смотрим, убедились, что трубочка у нас полная, с соляркой. Заполнена полностью, и потихонечку крутим маховик. Крутим и смотрим на эту трубочку. Смотрим, когда из нее побежит солярка. Потихонечку крутим. Вот выпускной клапан у нас закрывается, если видно. Закрывается, и где-то здесь, когда он закрывается, впускной открывается. Цилиндр пошел вниз, вот впускной закрывается, цилиндр пошел вверх. Где-то здесь уже начинаем немножко замедляться, и ловить тот момент, когда у нас побежит солярка с трубочки. Вот,
этот момент. Не знаю, видно, не видно. Но побежала она. Вот. Упала из нее капелька, и мы смотрим на наш маховик. И вот моя меточка немножко не добежала. Моей меточки постоянно не добежала, потому что 22 градуса опережения, потому не добежала. Ну, даже если вы не довернете эти 22 градуса до верхней мертвой точки, все равно клапана регулировать можно, на взор это никак не влияет. Это тоже будет правильно. Вот. Как точно выставить поршень в верхнюю мертвую точку? Что для этого можно сделать? Можно открыть крышку картера, посмотреть на коленвал. Когда он станет коленом вверх, это и будет верхняя мертвая точка. Можно сделать следующую процедуру. Проворачивать наш маховик. Выпускной клапан зажался, выпускной клапан отпустился, впускной зажался, значит пошел так впустка. Выпускной закрылся. Значит, пошло так сжатие. Смотрим на трубочку. Брызнула солярка. Все. Теперь для того, чтобы совсем точно выставить наш цилиндр, поршень цилиндра вверх, снимаем коромысло. Берем отверточку и нажимаем на впускной клапан. Вот таким способом зажимаем. То есть, что мы сейчас произошло? Сейчас мы нажимаем на впускной клапан. Вот он. Вот мы на него нажимаем. А он у нас упирается в поршень. Если мы крутим против часовой, видим, отвертка, клапан утопает. Значит, поршень уходит вглубь. Крутим сюда. Клапан выталкивается. Значит, поршень идет вверх. И наступает такой момент, когда он пошел вниз. И вот этим моментом вы можете поймать именно то положение, когда поршень вверху, когда клапан перестает выталкиваться, как бы зависает и еще не идет вниз. Вот мы такое положение нашли и смотрим на наши меточки. Вот моя меточка, вот вторая, чудесно все стало. Вот такой еще есть способ для тех, кто боится и желает перестраховаться. Очень простой способ и очень точно.